Приветствую всех своих подписчиков. Вообще хочу поблагодарить всех, кто подписался. Спасибо вам огромное. Очень туго идет с подписками, но виню только себя. Значит, неинтересно. Люблю доводить дело до логического конца, но в минуты отчаяния думаешь, как все надоело, все зря, и никому это не нужно. Ну, а теперь перейдем к делу. Сегодня фильм «Танцующий с волками». 90-й год, автор сценария Майкл Блейк, режиссер Кевин Костнер. В главных ролях Кевин Костнер, Мэри МакДоналл, Грэм Грин. Бюджет 22, сборы 424 миллиона долларов. Сюжет. 1863 год. Гражданская война между Севером и Югом. Лейтенанта Джона Данбара отправляют в форт Седжвик, по приезду в который Данбар обнаруживает его покинутым, но он принимает решение остаться. Так он знакомится с племенем Сиу, наносит им визит, принимает их у себя, и постепенно возникает дружба. Есть любовная линия. Данбар сближается со стоящей с кулаком, недавно овдовевшей белой женщиной. У племени Сиу два врага – бледнолицые и племя Пауни. Данбар обнаруживает, что истории, которые он слышал о племени, не соответствуют действительности, и в нем возникает уважение к их образу жизни и культуре. Данбар подружился с одиноким волком и как-то устроил танец с волком у костра. Так он получил индейское имя «Танцующий с волками». Отсюда и название фильма. При надвигающейся угрозе со стороны армии бледнолицых племя решает уйти на зимнюю стоянку. Но Данбар решает вернуться в форт за дневником, по которому их легко смогли бы найти. По возвращении в форт его арестовывают, обвиняют в предательстве и конвоируют на восток. По пути Сиу отбивают его, но Данбар принимает решение покинуть зимний лагерь, так как его нахождение здесь лишний повод напасть на Сиу. Он покидает лагерь, племя тоже. Нагрянувшие белые вместе с Пауни обнаруживают тлеющие костры и опустевшую стоянку. В финале говорится, что 13 лет спустя последние остатки свободных сил были подчинены американскому правительству, что положило конец завоеванию западных пограничных штатов. Казалось бы, ну подчинись, останешься жить. Нет, люди готовы умирать, чтобы быть свободными. Ну, теперь немножко о моем отношении к этому фильму. Я вот думала все, открытие новых земель. На одной чаше весов развитие картографии, географии, новые материки, архипелаги, острова, океаны, реки, озера, горы, цивилизация майя и доказательства того, что Земля круглая, еще много того, чего я не знаю. Мы познакомились с такими сельхозкультурами, как картофель, кукуруза, томаты, фасоль, какао, авокадо, ваниль, подсолнечник. А на другой чаше весов коренное население, которое оказалось под угрозой вымирания. Колумб хотел проложить новый маршрут в Индию, а открыл Америку. В связи с этим у меня возникает вопрос, возможно ли завоевание новых территорий без человеческих жертв? И сама же себе отвечаю, нет, невозможно. Завоеватели хотели обосновываться на хороших землях, на равнинах, возле рек, где тепло, а такие земли были уже заняты, и они истребляли и вытесняли коренное население. В советском прошлом, да и сейчас, принято клеймить Америку в истреблении коренного населения. А сейчас я думаю, что все империи так поступают, да, иначе они не были бы империями. Раньше мне казалось, что история – это наука точная, основывается на фактах. Оказывается, все не так просто, зависит еще от того, кто ее излагает. У меня в памяти отложилось, что на уроках истории нам как-то преподносили ее так, что исторические фигуры, в период правления которых произошло расширение и объединение земель, рассматривались как великие и значимые, принесшие своей стране славу и величие. А что за этим стоит, многие ли из нас задавали себе этот вопрос? В связи с этим вспоминается интервью Микки Рурга. На вопрос, являетесь ли вы патриотом, он ответил: белые подписали договор с индейцами, дали им территории, но потом нарушали этот договор, обманывали их, вытесняли их на север, где они умирали от холода. Считаю ли я себя патриотом? По-моему, ответ достойный истинного патриота, который испытывает чувство вины перед своими соотечественниками, коренными жителями своей страны. Вот такая печальная история, с одной стороны, конкретно про лейтенанта Джона Данбара и его дружбу с индейцами, а с другой стороны, одна из многих историй, за которыми стоит трагическая судьба целого народа. На сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал.